Здравствуйте, с вами ваш электрик Владимир. И сейчас мы узнаем, как проверить выключатель. Проверять будем одноклавишный и двухклавишный выключатели при помощи мультиметра и индикаторной отвертки. Как проверить выключатель мультиметром? Сначала нужно вынуть клавишу и снять рамку. У одноклавишного выключателя всего две клеммы. Прежде всего следует оба винта на клеммах закрутить. На мультиметре вставляем черный щуп в гнездо ком, а красный в гнездо для измерения сопротивления со значком омега. Переключатель мультиметра переводим в положение прозвонка. Здесь, как видно, есть и другой режим – проверка диода, поэтому кнопкой Select выбираем именно прозвонку. Итак, красный щуп ставим на один винт клеммы, а черный на второй. Мультиметр пищит, а на дисплее почти 0. Это значит, что выключатель включен. Нажимаем клавишу. Не пищит, и дисплей показывает OL, что означает разрыв цепи. Это выключенное положение выключателя. Проверка выключателя мультиметром показала, что выключатель исправен. Теперь разберемся, как проверить выключатель индикаторной отверткой. Такая отвертка-индикатор работает как прозвонка, замыкает цепь через человека. Индикатором прикасаемся к одной клемме выключателя, пальцем прикасаемся к торцевому контакту индикатора, а ко второй клемме прикасаемся жалом отвертки, за которую держимся пальцами. Не светится, значит цепь разорвана. Нажимаем клавишу. Индикатор засветился, выключатель включен, а мы теперь знаем, как проверить, работает ли выключатель мультиметром и индикаторной отверткой. Выключатель двухклавишный. Как прозвонить выключатель мультиметром? Вначале необходимо снять клавиши и рамку с выключателя. У двухклавишного выключателя 3 клеммы. Одна клемма – это вход, и 2 клеммы – это выходы. Необходимо определить, где вход и где выходы. Завинчиваю клеммы, чтобы был уверенный контакт. Включаем 2 клавиши в разное положение. Прикладываем щупы к любым 2 клеммам. Ищем клеммы, которые между собой звонятся. Вот пара клемм звонится. Запоминаем эти клеммы. Меняем положение обоих клавиш на противоположное. Ищем 2 клеммы, которые звонятся между собой. Вот эта парочка. Вот эта клемма участвует и в первой паре, и во второй. Значит, это вход выключателя, а 2 оставшиеся клеммы – это 2 выхода. Вывод. Выключатель исправен. Вход и выходы определены. Как проверить выключатель индикаторной отверткой? Сначала нужно вынуть клавишу и снять рамку. Индикатор работает как прозвонка. Чтобы достать до винта, я использую еще отвертку и буду держать ее за жало. Включаем 2 клавиши в противоположное положение. Ищем 2 клеммы, на которых индикатор засветится. Вот пара клемм звонится. Опять переключаем клавиши. Ищем клеммы замкнутые. Вот пара. Эта клемма есть и в первой паре, и во второй. Значит, это вход. А остальные клеммы – это выходы. Вот и разобрались с тем, как прозвонить выключатель индикаторной отверткой. Если видео вам понравилось, обязательно подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки.
Следите за новыми видео и задавайте вопросы в комментариях. Спасибо, пока.